7 августа под вечер, не привлекая особого внимания, вышла новость. Глава Минцифры согласовал протокол, по которому граждане будут получать доступ к мобильному интернету в период блокировок. Мол, многие уже ощутили на себе, как это внезапно остаться без доступа в сеть. Но теперь станет полегче. Теперь мобильный интернет будет блокироваться не полностью, а фильтроваться по белым спискам. И если интернет отрубят, просто введи капчу, и снова в одном клике тебе и такси, и доставка, и Wildberries, и, конечно, Messenger Max. Кроме того, появилась еще одна новость, которая, казалось бы, не имеет отношения к отключениям интернета, но вполне укладывается в общий контекст. Вчера операторы связи предложили вовсе запретить звонки через мессенджеры, причем не только через WhatsApp, но и через Telegram. Так, мол, получится вернуть трафик в обычные голосовые вызовы, что операторам выгодно в этих условиях. Ну и с кибермошенничеством побороться можно, конечно, тоже. Эти новости немного проясняют всю эту многомесячную эпопею с блокировками. Давайте все это сегодня обсудим. Напомню, почти 3 месяца в России масштабно глушат интернет. То в Нижнем, то в Екатеринбурге, то в Ростове, то вообще на Камчатке. Целые города и районы попадают в глухие зоны. Вот ты едешь себе спокойно за рулем по проспекту, а навигатор внезапно показывает, что ты посреди болота в глухой тайге. Внезапно аптеки не могут продать рецептурные лекарства, кино не грузится, платежные карты не работают. Но поскольку история эта тянется уже продолжительное время, подъехала аналитика. Мы собрали данные о динамике и географии отключений, и картина получается интересная. Началась серия отключений интернета, видимо, по случаю Дня Победы. Тогда граждан даже предупредили сообщениями, что из-за репетиций и парада мобильный интернет работать не будет. И посоветовали звонить по обычной связи и пользоваться Wi-Fi. Ну, спасибо. Такое отключение было даже ожидаемым. В России часто глушат связь там, где проводятся мероприятия, на которых присутствует Путин. Например, в Казани во время саммита БРИКС. Но после Дня Победы отключения не закончились. Всего за май в России было зафиксировано 69 случаев контролируемого отключения интернета. В основном отключают мобильный интернет, хотя известны и случаи отключения проводного. В июне уже больше 650 отключений. В июле почти 2100. За эти 3 месяца Ростовская область сидела без интернета целых 20 дней, Астраханская 17. То есть это не были какие-то короткие перебои. Много где шатдауны буквально неделями тянутся. В июне даже был эпизод, когда отключили 35 регионов разом, а в июле 80 регионов разом. То есть, проще сказать, какие не отключили. Если вы думаете, что это не так уж и много, просто для сравнения скажем. За весь прошлый год случилось меньше 300 интернет-шатдаунов во всем мире. Словом, напасть в России масштабная. Главное официальное оправдание, которое предлагают чиновники, это атаки беспилотников. Дрон в самом деле может управляться и передавать информацию через мобильную сеть, хотя военные дроны такой способ используют нечасто. То есть, в принципе, это было бы нормальное объяснение, если не учитывать, что глушит интернет не только в приграничье, а даже далеко в Сибири. Ну и вообще вспомним, что однажды отключили в 80 регионах одновременно. Скажем также, что атаки беспилотников – проблема не только для России. Украина и Израиль, например, тоже справляются с ними, отключая интернет. Но делают это локально и на очень короткий срок. Словом, не похоже, чтобы это объясняло все 100% отключений. В других случаях власти не говорят прямо о дронах, а просто без уточнений намекают на безопасность вообще. То ли вражеские танки уже идут по навигатору, то ли сервера наши суверенные вовсю дедосят враги. Мол, необходимость усиления мер, сами понимаете, оперативная обстановка, сетевые угрозы. Просим отнестись с пониманием. Ну и, конечно, никаких сведений, что за беды такое удалось миновать. Кто-то, говоря о безопасности, даже умудряется приплести к происходящему ковид. Мол, тогда тоже была уйма ограничений, которые никому не нравились, но помогли стране выйти из кризиса с минимальными потерями. Если у нас будет выбор между деградацией мобильного интернета и угрозой атаки режима, который не гнушается нападением на мирных людей, если выбор будет стоять, мы будем принимать максимальные меры безопасности, как бы это ни было сложно. Но есть и еще одна группа объяснений, которая вообще ничего не объясняет, а просто предлагает наслаждаться бесцифровым оздоровлением.
Хотелось здесь обратиться к гостям нашего города, к туристам, отнестись к этому с пониманием, воспринимать это как оздоровительную процедуру, детокс такой. Кто-то предлагает вспомнить, что раньше как-то жили без этих ваших интернетов. И что без мобильного интернета может и тяжело, но на фронте тяжелее. Так что надо просто радоваться чистому небу над головой и желательно не жужжать. Это прямая цитата чиновницы из Красноярска. Она так и написала по поводу шатдауна. Словом, до последнего времени было непонятно, стоит ли за всем этим какой-то план или всему виной поветрие в чиновничьей среде. В любой непонятной ситуации вырубай интернет. Продолжим обсуждение после коммерческой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Еще 4 года назад получение иностранного гражданства не было прям популярной темой. Границу США с Мексикой тогда пересекали тысячи россиян, но не десятки тысяч. Сильно меньше было и тех, кто оформлял израильский паспорт. Сегодня же иностранное гражданство, особенно если вы имеете на него право по рождению, это ваша страховка на случай любых потрясений. Поэтому, если вы еще не проверяли, есть ли у вас немецкие, польские, еврейские или любые другие корни, дающие право на репатриацию, обязательно проверьте. Вполне возможно, что вы имеете право на иностранное гражданство и для вас, и для вашей семьи. В случае Израиля, например, достаточно доказать, что одна из ваших прабабушек еврейка, ну или любой родственник поближе. Проверьте. Вполне может оказаться, что ваша русская фамилия досталась вам от дедушки-еврея, который изменил ее, спасаясь от репрессий. А найти еврейские корни вам поможет компания, специализирующаяся на оформлении паспортов Израиля. У них есть собственный архивный отдел, который находит документы даже на территориях недружественных стран. Если у вас подтвердятся еврейские корни, компания поможет на всех этапах. Собрать документы по актуальным требованиям, подготовиться к собеседованию с консулом. Вас даже сопроводят на территории Израиля, чтобы вы точно пришли куда нужно и получили паспорт в срок без лишней суеты. На свои услуги по получению паспорта компания предоставляет юридические гарантии. Узнайте, можете ли вы репатриироваться в Израиль. Ссылка в описании. Спасибо, что смотрите рекламу. Она позволяет каналу оставаться независимым. Продолжаем. Мы сделали обзор реакции властей на отключение и могли заметить, что там с оправданиями кто в лес, кто по дрова. Из того, что мы видим до последнего времени, было непонятно, стоит ли за этим всем хитрый централизованный план или всему виной какое-то вот это вот новое поветрие в чиновничьей среде. Отключая интернет, как чуть что. Петербургский экономический форум, День России, фестиваль пельменей и вареников, атака беспилотников, прорыв канализации, пожарная опасность, магнитная буря, да хоть День защиты детей. Отключить интернет, по логике бюрократии, лишним не будет. Все дополнительно усложняется тем, что в России чуть больше, чем дофига инстанций, которые могут распорядиться отключить связь. Это и МЧС, и ФСБ, и Роскомнадзор, и местная власть, и куча самых разных структур и ведомств. А еще есть должностные лица, неуполномоченные отключать интернет, которые тоже норовят порулить. И операторы связи не могут просто послать их подальше, а должны отправить заявку в Москву, чтобы там рассмотрели, разобрались и решили, есть ли основания. И если что, тоже отрубили. Довольных этой системой представить сложно. У операторов перегружен персонал, нарушаются рабочие процессы, ведомства, требующие отключения, жалуются, что нет единого рубильника, чтобы раз и все, режим радиотишины. В итоге дошло до того, что мобильные операторы и Минцифры заговорили, что не мешало бы правила ввести, создать систему, регулирующую отключение, а на днях вот уже конкретизировали, как эта система может выглядеть. Для нас самый интересный вопрос, а чем вся эта кампания отключения мобильного интернета вызвана и обусловлена? Сразу надо обозначить, теория борьбы с беспилотниками чем дальше, тем в большей степени не выдерживает критики. Во-первых, существуют, конечно, дроны, которые управляются через сим-карты, но ударные дальнобойные дроны управляются иначе. Во-вторых, отключения интернета перестали быть эпизодическими. Есть ли опасность прилета сейчас или нет, ее не важно. У нас есть целые регионы, например, Нижегородская область, где мобильного интернета больше нет как явления. В-третьих, от отключений теперь страдают регионы, куда беспилотники из Украины не просто не долетают, но даже гипотетически не могут долететь. Вроде Красноярского края, куда от украинской границы вообще-то почти 3500 километров. При этом такие массированные отключения не только гражданам же кровь портят, но и наступают на интересы больших и важных игроков в лице Ростелекома, МТС, Мегафона и Билайна.
у которых, если ситуация продолжит развиваться в том же ключе, услуга мобильного интернета просто исчезнет в принципе. Вопрос времени, когда клиенты начнут массово отказываться от несуществующей услуги. Отток этот будет измеряться не тысячами, не сотнями тысяч, а миллионами, учитывая, что целые регионы отныне живут без связи перманентно. Лучше иметь 500 или 1000 рублей в кармане, чем на мобильном счету, где от заявленной услуги осталось только наименование. Крупнейшие мобильные операторы – это игроки, которые могут ходить в правительство и отстаивать свои интересы. Особенно, когда действия государства разрушают их бизнес. Нельзя представить ситуации для них хуже, чем когда клиент вводит запрос «мобильный интернет МТС», а первая подсказка говорит «не работает». Это не просто утрата миллиардов рублей в моменте. Это обесмысливание самой деятельности мобильных операторов. Мобильная связь без мобильного интернета – услуга, которая сегодня никому не нужна. Никто не покупает сим-карты и не платит за них ради голосовых звонков или СМС. На интересы граждан, допустим, всем плевать. Но почему свои интересы не отстаивают те, кто по идее может? Или почему у них не получается? Почему они заходят с такой странной стороны, как требование запретить звонки по Телеграму и Ватсапу, будто вновь хотят стать телефонными компаниями? Какое такое высшее целеполагание за этим всем стоит? Это вопрос действительно нетривиальный. Гораздо более нетривиальный, чем в случае с блокировкой WhatsApp, например. Задуманная и анонсированная блокировка всех средств коммуникации, неподконтрольных государству, вполне себе укладывается в логику подготовки к чему-то масштабному. Если мы, например, имеем в виду мобилизацию. Тут же мы явно видим, отключение мобильного интернета по всей стране идет централизованно. Это не какая-то местная инициатива в отдельных регионах. Власти регионов имеют бледный вид и тусклые глаза. Им приходится нести самую несусветную чепуху, чтобы как-то оправдать происходящее. Перед нами явно тот случай, когда решение спустили, а методичку «что говорить» нет. Это с одной стороны. С другой представляется довольно непростым вот так вот навскидку сообразить, что к чему. Всегда есть самый простой вариант ответа – паранойя военных и спецслужб. Вариант, что силовая бюрократия, как и любая иная бюрократия, склонна что-то делать и предпринимать меры. Реального способа борьбы с массовыми атаками вглубь российской территории не существует, кроме как закончить войну. Равно как и способа угадать, куда прилетит завтра. В логику принятия мер массовые отключения интернета вполне встраиваются. Мы, мол, что-то делаем, без дела не сидим, безопасность обеспечиваем. Наш режим не просто бюрократический. У нас правит именно что силовая бюрократия. Социальный класс, исповедующий безопасность как религию. Когда безопасность – это религия, вполне разумно и логично, что у религии это и есть ритуалы. Практически мало применимые, зато успешно продаваемые начальству. Реалистичный ли это вариант? В наших условиях вполне. В наших условиях вполне может не быть никакого плана, который укладывался бы в какую-то общепринятую рациональность. Просто надо что-то делать, вот превентивно связь и отключают. Это вариант самый безобидный. Он объясняет почти все, даже неловкую реакцию региональных властей, которым явно не сказали, зачем все это задумано, потому что никакой задумки нет. Есть варианты похуже. Можно предположить, что все нынешнее ковровое отключение мобильного интернета воспринимается как некоторые учения. Учения на случай, когда мобильный интернет по какой-то причине придется действительно отключить по всей стране разом. И сейчас нужно убедиться, что никакого коллапса при таком сценарии не произойдет. Этот вариант частично подтверждается тем самым заявлением Минцифры про белые списки, с которого мы начали сегодняшний разговор. Это заявление как бы снимает с повестки все разговоры о том, что отключение мобильного интернета – это такое средство борьбы с дронами. Ведь как связаны беспилотники и фильтрация трафика, непонятно абсолютно. Даже если уж представить себе дрон с сим-картой, которому команды подаются через мобильный интернет, то подавать их можно решительно через что угодно. Хоть к чату Авито подключить можно, или к мессенджеру Макс. Заявление же говорит нам о том, что вся происходящая свистопляска – это легитимация белых списков. Не интернета, где что-то заблокировано, а интернета, где заблокировано все, кроме доступных и разрешенных ресурсов. Просто так вводить подобную блокировку политически небезопасно. Это грубое вмешательство в ту самую частную жизнь, которую стараются не трогать, и всех совершенно гарантированно такое взбесит. А вот сначала вырубить вообще все под сурдинку «у нас тут дроны летают», а потом, так уж и быть, по многочисленным просьбам трудящихся вернуть и интернет-магазины, такси, ВК и мессенджер Макс, конечно, это звучит более приятно. А если при этом еще и все голосовые вызовы удастся вернуть в обычную мобильную связь,
где все мониторится через системы контроля, установленные у всех операторов, это еще лучше. Если план в том, чтобы лихо и скоро свернуть башку, по крайней мере, мобильному интернету, а там уж и до проводного недолго, возникает вопрос, который мы уже задавали совсем недавно. Тот же самый, что и был в случае с планами по блокировке WhatsApp, которые, кстати, тут даже не понадобятся. К чему эти деятели так спешно готовятся? Мы с вами не в очень хорошем времени живем. Вокруг нас сразу несколько событий, от каждого из которых веет холодком. Во-первых, начался новый этап бесконечной возни с Дональдом Трампом. Владимир Путин большой любитель выкинуть какой-нибудь фокус накануне переговоров. Выкинуть что-то прямо сейчас, расширить внешнюю агрессию, например, вновь всем показать, что это не ему, Путину, будут ставить условия, а он будет ставить свои. Показать, что если Трамп не хочет с ним договариваться по Украине, то будет договариваться по НАТО в Европе. На такое Путин вполне способен. Во-вторых, прямо сейчас в Беларусь прибывают российские войска для стратегических учений «Запад-2025». Данные об этих учениях до предела не конкретные. Количество вовлеченных войск плавает в произвольных диапазонах в зависимости от источника. Но тем не менее есть факт. Прямо сейчас, аккурат в тот регион, где наиболее вероятна попытка лихо и быстро повоевать с НАТО, где находится тот самый Сувалкский коридор, прямо сейчас туда перебрасываются российские войска. Есть небольшая надежда на внешние сигналы. Если бы там действительно что-то готовилось, то нас бы, как всегда, предупредила американская разведка через Bloomberg. Но все равно полезно помнить, концентрация войск перед нападением на Украину случилась именно под видом учений. В-третьих, мы все об этом, естественно, подзабыли, но остается чуть больше года до парламентских выборов. В автократиях время до выборов и сразу после традиционно самое опасное, когда можно ждать самых разных сильных решений, что внутренних, что внешних. Примерно с середины лета есть очень четкое ощущение, что эти ребята к чему-то готовятся. Мобилизация ли, война ли в Балтии, или какая-то большая репрессивная кампания. Хрен их знает. Важно, что когда всю страну как-то очень внезапно хотят лишить связи и активно этот процесс нормализуют, то это, возможно, не просто так. Сложно угадать, что именно, но что-то явно там булькает. Иначе ничем нельзя объяснить, почему полгода назад с мобильным интернетом жилось нормально, а вот сейчас обязательно нужно его задушить и всех лишить связи. Зачем? У нас нет однозначного ответа на вопрос, а мысли одна другой хуже. Факт заключается в том, что сейчас нужно вдвойне смотреть за движением властных рук в тех местах, где раньше они не двигались. Чтобы, если и не угадать, чего нужно опасаться, то хотя бы определить, когда именно. Ведь выглядит все так, что кто-то куда-то очень торопится. До завтра.